Трудности многогранные, как алмаз, не обработаны каждую грань трудностей, начиная с того, что и в исцелении. Я до этого я не знала никаких ни болезней, ни испытаний, ни в предательстве. Практически мне казалось, я как в раю жила до Бога. А здесь, когда я уверовала, стало столько препятствий, столько сложностей. Я хорошо запомнила, когда первый раз пришлось столкнуться с вопросом жизни и смерти, мы с мамой решили изгнать тьму из отца. И после этой молитвы в нем как будто бы сам Голиаф восстал, и он начал все рвать и метать, угрожая нам тем, что он нас сейчас сотрет в порошок, и он схватил все, что возможно для нашего истребления. И это была не шутка, это была полностью реальная возможность, где мы с мамой начали кричать о помощи и просить даже соседей, чтобы они спасли нас. И это ужасная ночь, которую мы с мамой провели на грани того, что нас могло просто не быть. Ну вот мы остались живыми, и с утра как раз было служение, и я пришла, и я очень хорошо помню это состояние чувств, где идет служение, идет прославление, а я пою только одной песней внутри. Какой ужас мы сегодня пережили. Они все тут стоят, радуются, а они не знают, с чем сегодня мы столкнулись. И в это время я услышала тихий голос: если ты будешь жалеть себя, я не смогу пожалеть тебя. Это заткнуло мою саможалость. Когда концентрируешься на себе, и как раз пастырь в это время проповедовал: когда тебе трудно, иди к тому, кому еще хуже. И это стало девизом всех трудностей. Оказывается, когда ты забываешь про себя, начинаешь концентрироваться на тех, кому хуже, и практически это всегда выход. Единственный один момент, который меня очень сильно подкосил, когда я в своей жизни испытала серьезное предательство. До этого я даже не знала этого вкуса, этого запаха. У нас всегда была дружба, мы друг друга всегда поддерживали. Я даже и не испытывала никакого соперничества от моих друзей, с кем мы вместе много времени проводили. А здесь, когда я стала с этим сталкиваться в церкви, я очень болезненно это все воспринимала. И одни из самых близких людей, которых я любила с детства, которые для меня дороги, в кого я днями, ночами вкладывала и любовь, и молитву, и взывала за любые трудности, которые они проходили. И здесь, оказывается, именно от них эта пощечина была, и где мне родной дядя говорил: убирайся со страны. И так как научилась все время прежде всего смотреть свое сердце, мне все время хотелось понять, где я не права, где, что мне нужно делать. Меня обвиняли и в блуде, и в соблазнах, но Богу известно все, что мною двигало, желание поддерживать только Божьих людей. Мне хотелось понять, а может быть, действительно я где-то в глубине души что-то свое не понимаю. И я просила: Господи, если я не права, и Ты также вместе с этими людьми обвиняешь меня, лучше забери меня, чтобы я никому не вредила. Бог так сделал, что Он не забрал, но я сама призвала дух смерти в свою жизнь, и ко мне пришло серьезное заболевание, которое открыло мне дорогу к смерти. Но уже тогда все восстановилось, общение, церковь, служение, и вроде бы уже и умирать-то и не надо. И пришлось столкнуться с тем, что как побороть серьезную болезнь, и слава Господу, и на этом явилась слава Божия. Самая моя большая ошибка, проходя время предательства, это зарывание самого себя. То обвинение, которое тебе кричат со всех сторон люди, и ты также начинаешь сам себя обвинять и зарывать себя в могилу. И вот это самая моя большая ошибка. Пришлось пройти и ненависть, и злобу, но Бог научил покрывать, прощать и видеть во всем настоящего героя всей этой истории, и себя направлять на ненависть настоящего врага, который пришел украсть,
убить, погубить и прежде всего своровать от нас Божье предназначение, своровать нас от Бога. И спасибо всем трудностям, они помогли во многом закалиться, держаться за Бога, держаться за Ним всем сердцем, и где не страшно в любой момент предстать пред Ним. У меня внутренний, конечно, был перелом, потому что приходилось общаться с людьми, как мне казалось, какими-то примитивными, неинтересными, несовременными, ограниченными. И я могу сказать, жизнь полна сюрпризов, смысла, всего интересного. Никогда скучно не бывает. И ты видишь славу Божию, и жизнь с Ним интересная. Мне, честно, непонятно людей, почему они живут без Бога. Мне так их жалко. И особенно, когда ты соприкасаешься с пониманием, насколько все здесь на земле быстро проходит, и предстанет настоящая жизнь, которая не закончится ни через 100 лет, ни через 200, ни через 300, ни через 10 тысяч лет. Она навсегда. И ты здесь на земле соизмеряешь все, что ты получишь награду на небе.